Ты свободен, молод, красив. На ком ты зарабатываешь? На всех. Classified — это площадка-коннектор. То есть, когда кто-то это сделает, мы просто это скопируем. Не рекомендую, но опыт интересный. Беларусь довольно маленькая страна. Некого разорять. Я пугал конкурентов. Все площадки одинаково боялись поднять цены, Потому что никто не зарабатывал. То есть, поэтому никто не зарабатывал. может быть, мы не будем больше рекламные кампании делать? Нет же прироста мгновенного. Мир поменяется радикально. А может быть, мы уже себя ведем как AI-ассистенты. Просто еще не понимаем этого. Вау! Сережа, привет. Классно тебя видеть. Разговариваем сегодня. Конечно. И я бы хотел вот что сказать нашим зрителям. С Димой мы знакомы уже лет 15. И это потрясающая предпринимательская судьба. Дима в Москве принял руководство 15 лет назад на себя небольшим сайтом объявления о поиске работы и вывел его за 3,5 года в топ-5 главных площадок Рунета в своей нише. Все так. Потом небольшой отпуск, и Дима переезжает в Минск и становится директором маленького, никому неизвестного, одного из 5 или 7 белорусских сайтов автоклассифайдов, купли-продажи автомобилей. И спустя лет 7, а сейчас уже 9, Да. площадка номер 1 во всей стране, главный автоклассифайд Беларуси. Опять удачный экзит в прошлом году. И Дима сейчас в Лимассоле, вот в этом кайфовом состоянии, о котором каждый предприниматель только может мечтать, когда у тебя есть настроение, деньги, здоровье И работать не надо. и перспектива открывается вот просто не меньше, чем то, что мы видим. Для многих наших общих знакомых ты запомнился тем, что все эти годы публиковал в соцсетях достаточно прямолинейные отчеты о том, что у вас в АВ происходило. Да. Прямо так с выручкой, там, с какими-то, в основном, успехами. Тут тебе повезло. Иногда что-то немножко негатива какого-то. Но главное, ты такие большие посты делал достаточно регулярно. Как будто у нас там в портфельных компаниях не все директора своим инвесторам шлют такие репорты, а ты прямо в соцсети. Бу-бу. Вот что это такое? Ну, скажем, к слову, что это, наверное, была треть того, что я отправлял внутри команды и инвесторам. А вот треть безопасную, красивую, как такую яркую обертку я клал в соцсети. Часто это были цифры даже не про абсолютные цифры выручки, а скорее про проценты роста год к году. Поэтому чувствительных данных... Слушай, прости, но я тебя помню, простынь была так, бывает на 2-3 экрана. Вот Всё в так, Фейсбуке да. листаешь, и ты там прямо подробно наняли менеджера по СММ, Да, да. получили там какую-то бронзовую кнопку YouTube, еще Так что-то. это все безопасные вещи, которые в целом там они не под NDA. Там чувствительной информации, люди- которой могли Но люди все воспользоваться. равно обычно не пишут, как они наняли Да, менеджера, к команде да. присоединился еще кто-то там, Ам, уволился тот-то, здесь поменяли продукт-менеджера там или еще что-то. да. То есть Я такое. на самом деле этот подход подсмотрел. Вот. кого? Давным-давно, еще, когда первый пост там в 2017 году публиковал, до этого так делал директор сети Додо Пицца Федоров Чевников. Он, Вау. да, он выкладывал, у него, по-моему, до сих пор даже есть таблица в Excel с результатами финансовыми каждой из его пиццерий. И мне было очень приятно, на самом деле, наблюдать вот за вот таким вот бизнесом. А почему нельзя вот так вот делать? В смысле, для тебя это такой social-media сериал был. Ты как инфлюенсер вовлекал всех, посмотрите, как у нас это все происходит, поучитесь, фаундеры. Да, там была очень классная штука, я пугал конкурентов, и это работало. Кстати, да. То есть ты, когда идешь вот с таким самоуверенным, самовлюбленным, открытым забралом, но это не может не пугать. Просто почему человек делает так? Ну, то есть почему вот он так открыто пишет про все? Почему? И они начинают суетиться. И они начинают не по своей стратегии двигаться, а по сути подстраиваться под нас. А это уже защита, а когда ты меняешь свою стратегию со стратегии нападения на стратегию защиты, в этот момент ты начинаешь проигрывать, потому что ты подстраиваешься и уже под мою игру играешь. А были ли случаи, что там привирало немного? Нет, никогда. Нет, все это было... Так ты же должен манипулировать конкурентами тогда. Нет, я не манипулировал. Говорят, Америка разорила Советский Союз.
Потому что врала, что они там чуть ли не сейчас высадятся на Луне и станцию построят. И Советы разорились, пытаясь с ними конкурировать. Ты бы сейчас мог разорить конкурентов с такой стратегией. Ну, в целом, Беларусь довольно маленькая страна. Некого разорять. Да не в этом Поэтому дело. даже на улицах так чисто, что сорить нечем. Все видно и так. То есть это такой секрет Полишинеля, кто что делает, потому что все общаются друг с другом. Маркетологи общаются друг с другом, разработчики общаются друг с другом. Какого ты там бы NDA не наподписывал, все равно примерно все понимают, что у друг друга происходит. Поэтому, когда ты делаешь, по сути, такую опубличивание и так понятной информации, но это просто имело такой вот эффект яркий. К тому же на это внимательно смотрели вот там и какие-то потенциальные инвесторы, и мы в Ютубе начали в какой-то момент такие же видеоотчеты записывать. И на самом деле там, знаешь, эту историю, там, сколько нужно человек, чтобы посмотрела такой отчет или прочитала такой отчет, чтобы состоялась сделка по приобретению того или иного актива. На самом деле один. Одному человеку достаточно, просто правильному. Ну, да. Да. И поэтому там, я не знаю, как это могло работать, просеять вот это вот все, чтобы тот правильный человек посмотрел такие видео, это вот и была задача на самом деле. Она довольно прагматичная. То есть это скорее про бизнес больше, чем про эмоции или про какие-то там ачивки. Ну, хорошо, ты продолжил кейсы Додо Пиццы, апгрейдил его до кейса Геранин АВ Бай. А в мировой академической традиции это у нас кейс Netflix с Radical Candor. Вот они уже несколько десятилетий практикуют вот эту идею очень прямолинейного, открытого рассказа о том, что происходит, но у них это доходит, мне кажется, немного даже до абсурда, когда они прямо на собраниях увольняют людей и прямолинейно всех там чехвостят, когда кто-то что-то не то сделал там. И я был как-то на выступлении их одного из директоров по маркетингу, кажется, и отвечая на вопросы из зала, как вы так можете поступать, она сказала: ну вот вы часто ли вы на своих корпоративных мероприятиях говорите: мы с вами одна команда, мы с вами семья, там все такое. Вы употребляете слово «семья»? Все таки да, мы часто говорим, что мы семья, мы же команда в бизнесе. Она говорит: и что, и как часто вы увольняли членов своей семьи? Так нечего пи***. Там типа... Это абсолютно правильно. Никогда не используют термин «семья». Я говорю, что мы профессионалы, которые собрались там, не тусоваться, а сделать классную работу. Мы все там профессионалы, но никогда мы не семья. Мы даже не друзья. То есть мы просто команда, которым нравится в этот момент находиться вместе и делать вещи, которые вот ведут нас к успеху. У каждого еще своя личная цель, у менеджмента свои личные цели, у инвесторов свои цели. Вот мы как-то все собрались, получается все. Но семьей мы не были и не станем. Скажи, пожалуйста, но ведь у этой радикальной откровенности наверняка есть какая-то и граница. Где она у тебя? Вот что ты точно не напишешь в соцсетях в своем таком отчете? Я не напишу предварительно про запуск каких-то стратегических штук в моментах, когда... Что, приврал бы, дезориентировал бы конкурентов? Ты... Собираемся делать сервисы по продаже. Ты спросил, про что я не напишу. Я тебе рассказываю. Вот я не напишу. То есть мы, например, планируем запускать какой-то сервис новый, и я не хочу, чтобы кто-то запустил его раньше. Я не буду говорить, через полгода мы планируем запустить. Во-первых, со сроками можешь не угадать. Во-вторых, просто как-то можешь дать преимущество тому, что они тоже начнут эту разработку какую-то делать. Я это не буду делать. Я не буду озвучивать бюджеты, например, наших расходов. Потому что у нас очень классные с какими-то поставщиками выстроенные отношения, и у нас есть где-то хорошие, например, скидки на рекламу или на аудиторию или еще на что-то, на сервера. И я не буду подставлять наших партнеров, чтобы говорить, что вот, например, у нас такие условия с этими партнерами. То есть вот какие-то внутренние бизнес-вещи рассказывать смысла не имеет, потому что это конкурентное преимущество. Слушай, еще есть одна штука тоже из соцсетей. У вас в АВ очень отлетевшие рекламные ролики. Какие-то такие, не от мира сего, немножко какие-то рыбы с губами говорящие там и все вот это. И запомни главное, машины продаются на АВ. Но нам не нужна машина. На АВ. Как это вот вы пришли к этому? И вообще, как это ты собираешь, и как вы там принимаете решение? Вот этого отлетевшего карпа вместо этого не отлетевшего зайца?
Это ж надо так, знаешь, в определенном психоделическом состоянии находиться, чтобы иметь смелость, надо вообще такие странные вещи вообще людям показывать. Иметь смелость необходимо, но мы вообще действовали по классике абсолютной, когда придумывали эти креативы. Во-первых, мы их сами не придумывали. У нас работает с нами агентство, которое там много лет занимает первые места и по эффективности, и по креативности в Беларуси. Там Аида Пионер, привет им большой. Ребята большие профессионалы, очень хорошо делают свою работу. Вот. Мы брифовали агентство на нашу задачу. Что нужно делать там? Отрастить топ of mind И вот побольше. они на вас посмотрели и говорят, ну вот этот летевший карп вам подойдет. Примерно так. Они Реально? приносят несколько концептов, там, например, 5. И мы такие, ну вот это нет, вот это нет. Карпа не было в изначальной стратегии, там вообще была другая рыба, но что-то там мы как-то, давайте вот осталось там 2, вот давайте еще раз про них поговорим, там, будем их дорабатывать. Потом они приносят второй раз. Там, и вот это прям вот классический процесс работы с агентством. Потом мы утверждаем, например, диктора. Потом мы утверждаем губы у этой рыбы. Да, губы, кстати, второй рыбы до сих пор у нас сотрудница работает, с чьих губ снимали 3D-копию того, о чем говорил Малек вот в одной из реклам. Ну да, вот как-то... Очень все по классике. Просто ребята сказали, а что если мы будем немножко смелее, чтобы выбиваться из этого рекламного клаттера, который в медиаполе существует? Ну такие, давайте. Так и эти рекламы, наоборот, показывали очень качественный прирост top of mind. Когда вот мы измеряли его каждые полгода, мы видели, что он растет. Сейчас вот, по-моему, больше, чем в 2,5 раза у нас отрыв по top of mind. Вот последний замер от ближайшего там конкурента. Это очень много. То есть мы почти там к 50% приблизились в офлайне. Главных KPI маркетплейсов, лидер забирает все. Да, top of mind. все так и есть. Но вот если был бы не успех, то тебе бы припомнили этих карпов говорящих. А когда успех, то уже победителей не судят. Вау, может быть, это и Но сработало. ты меня тогда классно поддержал, потому что мы первую какую-то компанию сделали, прироста сходу нет, потому что нужно пару лет, чтобы эта все машинка завертелась и начала работать. И там на каком-то из советов директоров там кто-то сказал, ну вот, может быть, мы не будем больше рекламные кампании делать, нет же прироста мгновенного. И тогда ты такой, типа, нет, надо подождать, ребята все делают правильно. И я такой, фух, типа, вот, и там, да, там через год еще все сработало. Слушай, а мы когда с тобой познакомились и тогда в Москве работали, мне кажется, ты не был таким отъявленным спортсменом и Нет. бегуном. Мне кажется, ты был таким довольно щуплым молодым человеком, который как-то так не выглядел спортивно. Да, И потом в какой-то момент тебя накрыла эта тема, и ты стал бегать, да. приходить в каких-то ярких кроссовках, желто-зеленых там, беговых. Это как раз случилось во время нашего знакомства еще вот в деловом мире, вот во время нашей работы. Я начал ходить в спортзал как раз потому, что я как-то посмотрел на себя в зеркало такой, ну действительно какой-то щуплый, там непонятный. Такой, буду ходить в спортзал, благо он был там на той же территории, где-то на Красносельской был этот зал, я ходил туда. И потом там была кардиозона, и в кардиозоне были дорожки и кинотеатр впереди. То есть такой, где показывали фильмы. Я вставал на эту дорожку, бежал, там, ну сколько там надо было, замяться или размяться, а фильмы интересные. Я такой, блин, ну прикольно, надо досмотреть. Я бежал там 30 минут, 40. В какой-то момент я понял, что я уже типа час бегу по дорожке, и мне нормально. Ну то есть вот именно просто я уже на зал забил, вот занимаюсь чисто в кардиозоне. Ты почувствовал вот это вот твое. Да, я понял, что я могу долго так делать, а тут как раз какая-то была регистрация на московский марафон, и я зарегистрировался, подготовился абсолютно плохо, но пробежал его, и дальше все это вот потихоньку вот уже там больше 10 лет этим увлекаюсь. Ну, я так плавать тоже люблю. Слушай, ну у тебя такие уже экстремальные опыты есть с пробежками по Сахаре. Целые серьезные... Это классный опыт. Я мечтал об этом марафоне, мечтал его пробежать. Это семидневная стадийная гонка, что значит, что ты бежишь, спишь. То есть там днем ты бежишь, ночью ты спишь. И вот так вот надо делать 7 дней. Всю еду, спальник, там какие-то вещи для того, чтобы аптечку ты все несешь на себе в рюкзаке, и с этим же рюкзаком бежишь. Тебе выдается только вода, то есть несколько литров воды в сутки, и выдается, то есть когда ты прибегаешь на стоянку, бедуины ставят такую войлочную такую штуку треугольную, под которой вот ты спишь. Вот, она, например, совсем не защищает от песчаных бурь, и когда вот полевая буря в пустыне началась в один из дней, мы полночи держали эти жерди, чтобы просто ее не снесло, потом ты выковыривал песок отовсюду, откуда мог. Ну да, это было круто, это прямо вот классная гонка, Десаблес.
Не знаю, не рекомендую, но опыт интересный. А насколько это? Ты бросил работу и поехал на несколько недель туда? Или сколько Нет, это? это, ну, то есть, это 1 неделя целиком, вот сама гонка, и плюс еще там дня 2 до и дня 2 после, чтобы просто на дорогу. Возвращаешься в Минск, заходишь в офис и ловишь такие восхищенные взгляды команды. Ты ловишь Фига очень себе. странные взгляды, потому что у тебя ветреные губы, все растрескавшиеся, с кровью, с подтеками, у тебя какие-то синяки на спине, на руках. И мы потом, кстати, из этого сделали материал про то, как я бегал, и продали его даже со спонсорством одному из наших Но рекламодателей. у меня есть другой тут прикол. Посмотри, никаких потресканных губ. Ты бежишь в костюме Пакмана, Все так. 20-килограммовым, как я слыхал. Сколько километров ты в нем пробежал? Всего забег был 21 километр, но я пробежал половину в нем, то есть я стартовал в нем, потом, поскольку забег был в 2 круга, я на нашей точке поддержки скинул этот костюм, пробежал круг без него, потом надел и добежал в нем. То есть, получилось половину, там, 10 я пробежал вот реально в этом костюме. Помимо еще Пакмана. Facebook мне давеча подбросил, смотри, какой Ну, шедевр. это классная фотография, да. Где наши классные ребята Даша, Миша Васильев, я без бороды, Маринка. Да. И ты заметь, вот, наверное, это твоя такая проекция. Ты себе запланировал вот эту вот груду мышц, которой ты сейчас являешься, пробегая свои 20-километровые марафоны. Да, это смешно. Это на самом деле же скальпированный индеец. У нас была вечеринка в индейской тематике. Ну вот этот бег, слушай, это большая часть тебя, насколько я вижу. О чем это вообще? Ну, это про жизнь. Я как-то объяснял себе, почему мне нравится бег. Там разложил это на 4 или 5 там составляющих. И одна из них такая сильная, это про дисциплину. Вот. Дисциплину в твоей жизни. Потому что, опять же, вот я тебе уже сказал, что если ты хочешь пробежать на Кипре летом, то тебе нужно встать в 5 утра. Да. То есть и поэтому ты встаешь в 5 утра, бежишь, после этого хуже уже тебе за день ничего не будет. Да. Поэтому ты дальше уже просто кайфуешь. Вот. Но нет, это правда про дисциплину. Ты употребляешь меньше алкоголя, как-то следишь за сном. Если ты вообще хочешь, чтобы твое тело не слетело уже с гарантии окончательно. Вот. Дим, совсем лаконично, давай расскажем для зрителей, из чего состоит бизнес онлайнового автоклассифайда. Давай. Совсем лаконично расскажем. Что такое Classified? Допустим, обозначим его вот таким квадратиком. Classified — это площадка-коннектор. То есть нам, по сути, нужно собрать 2 типа аудитории. С одной стороны, люди, которые нам приносят контент. Мы должны собрать много контента, то есть объявления, сами машины. Автомобили. Да? Поехали объявление. А с другой стороны, должна быть аудитория, которая их купит. То есть обеспечить лиды покупателя. И это очень сложная задача. Она максимально сложная, потому что если у тебя будет мало объявлений, то не придут покупатели. А если будет мало покупателей, то зачем размещать на этой площадке объявления? Поэтому это вот такой вот вопрос вечный в Classified, вопрос курицы и яйца, чем нужно заниматься? Привлекать объявления или привлекать покупателей, то есть трафик. И решая эту задачу, правильного ответа здесь нету, потому что нужно одновременно заниматься приростом этих 2 составляющих. Хорошо, на Да. ком ты зарабатываешь? На всех. На самом деле, больше всего мы зарабатываем на тех людях, которые размещают, потому что они продают и в моменте начинают обладать деньгами. То есть они чувствуют выгоду и готовы делиться с площадкой этой выгодой. Они платят за то, чтобы разместить объявление, они платят за то, чтобы его продлить, или, например, поднять, или выделить его среди остальных. То есть здесь вот много денег. Много денег. Прям много. Вот. Здесь я тоже зарабатываю. Потому что те, кто покупает машину, у них основная проблема — это безопасность. Не купить кота в мешке, не купить какого-нибудь корча ненужного. Поэтому я им продаю безопасность. Я им продаю историю, чтобы они проверяли эти машины через отчеты по винам. Поэтому здесь тоже есть деньги. Здесь дополнительно есть деньги от компаний. Есть
частники, которые продают автомобили, но есть те, кто продает автомобили как род деятельности, вид бизнеса, да. Поэтому здесь много компаний, которые размещают к нам свои автомобили, запчасти, спецтехнику, тракторы, лодки, автобусы, мотоциклы, много всего. Каждый из них для того, чтобы присутствовать в выдаче из частных машин, платит нам деньги. На самом деле, в общей массе это примерно там 20% машин уже. Ну, кстати, много, потому что начинали мы там с 3 10 лет назад. Вот. Но платят они больше, потому что для них это бизнес. И они готовы платить больше там, в перерасчете на продажу одного автомобиля. Поскольку аудитория становится все больше, она начинает захватывать не только... Ну, у нас просто много людей. То есть мы смотрели, мы в топ-5 по посещаемости в принципе всех сайтов в стране. Всех сайтов. У нас по просмотрам мы обгоняем, например, там медиа, типа онлайнеры. Вообще в целом по просмотрам наших страниц всего онлайнеры. Вот. Поэтому к нам приходят просто рекламодатели, которые рекламируют телефоны, косметику, там какие-то товары для здоровья, да, беттинг и так далее, и так далее. Все, что продается и покупается, здесь тоже есть деньги. А потом ты начинаешь строить экосистему. Потому что вот эта вся еще история, она начинает обрастать много чем. То есть превращаешься в маркетплейс. Не совсем. Здесь я построю историю. Мы поговорили про покупателей, поговорили про продавцов, но таких людей в стране всего 10%. Те, кто в моменте хочет покупать или продавать машины. Есть огромная категория владельцев. А сервисы для владельцев, то есть это вся аудитория, все вообще люди, которые постоянно в семье есть машина. Я здесь сделаю услуги, например. Или я сделаю сервис для владельцев, сделаю здесь запчасти. И владельцы приходят менять ко мне запчасти. Или я здесь сделаю шины. 2 раза в год люди приходят менять ко мне шины. И так далее. И здесь я сделаю страхование, потому что людям нужна страховка. Здесь я сделаю финансирование, потому что люди хотят использовать финансовые инструменты. Ты становишься таким хабом, в котором ты замыкаешь как некий... Я становлюсь, в принципе, точкой входа для белорусского пользователя, точкой автомобилиста белорусского. Ага. Как последняя история, у нас получилось создать соцсеть. За последние 4 месяца люди в сообществах оставили 5000 постов, 30 тысяч комментариев и 1 000 000 раз посмотрели посты друг друга. Я понял, что жизнь зародилась там, потому что они начали на Новый год поздравлять друг друга с Новым годом внутри АВБай. Крутизна. Вообще. Хорошо. В 2000-е мы все зарабатывали на классифайдах, на рекламе. Вставляли баннеры 468 на 60, что на 100. Такие тоже есть. Значит, сейчас зарабатываем на сервисах, условно говоря. Транзакционная модель. Да. Она где-то... Она где-то... самый журавль в небе, который вы уже ухватили его за хвост? Мы близки к нему. Чтобы брать процент от сделки, а не заниматься вот этим посредничеством через рекламу и все остальное. Мы близки к нему. У вас какая-то уже есть выручка от транзакционных сделок? У нас есть выручка, когда мы получаем именно от юрлиц. Мы приводим лид, потом его отслеживаем, и если сделка происходит, мы получаем процент от стоимости машины. Я имею в виду, через 5 лет. Через 5 лет люди будут продавать машины на АВ друг другу и заключать договоры. Понятно. Но вот какой основной источник дохода будет у АВ через 5 лет? На что ты сегодня сделал бы ставку в вот ты правильно абсолютно говоришь про то, что сделка должна происходить, не покидая площадки. И покупатель и продавец должны через нас проводить деньги, а мы должны иметь от этого процент. Вот. Но я уверен, что, например, размещение объявлений по-прежнему будет огромным куском. Финансирование будет по-прежнему огромным куском. Ты подожди, так оно же может быть... Сейчас ты размещаешь объявления за деньги, а так ты размещаешь условно бесплатно, ну говоришь, дадите мне 3% от сделки, когда вы закроете. А я вам заодно и вины проверю, и саму сделку закрою с нотариусом на своей стороне. И полную цепочку сделаешь, как это уже произошло в недвижимости. Так можно, да. Но, то есть, я думаю, просто еще полной трансформации не произойдет, поэтому, например, половина будут думать так, а половина так. У американских проектов уже произошло? Твоих конкурентов? Некоторые сразу начинали с этого. Как Карвана? Типа того, да. Итак, 2017 год. Беларусь. Страна, в которой живет примерно 10 миллионов человек. Да.
И есть несколько очень похожих друг на друга игроков. То есть АВ выделяется из этой всей массы, но выделяется не критично. То есть мы же чего добивались? Мы добивались большого отрыва от всех, да? То есть у АВ чуть больше база, чуть больше аудитория, чуть больше там знания, но тогда, по-моему, про знания вообще никто не говорил. Когда мы первый раз померили, это у всех примерно было очень похоже. Там 5 игроков было очень похожих друг на друга. Вот. Да, там какие там были? У Куфора уже был тогда, да. конечно. У онлайнера была автобарахолка. Куфор, онлайнер, Да. АБВ, Автомалиновка, она же. Ну, еще там несколько каких-то Да. В общем, по моим воспоминаниям, какого-то ярко выраженного лидера не было. И это была серьезная проблема для пользователей в том числе, потому что ни у одной, а все площадки одинаково боялись поднять цены. Потому что никто не зарабатывал. То есть... Поэтому никто не зарабатывал. Следовательно, не могли нанять ни инженеров, ни маркетологов нормальные компании сделать. Следовательно, интерфейсы были полное говно. Эти площадки ничем не выделялись. Выручка АВ до 2017 года, годовая выручка была в районе там, 350 тысяч $, годовая. Охренеть, вообще ничего. То есть как можно на эти деньги, если разделить это на 12, там 30 тысяч в месяц, как можно на эти деньги нанять хоть какую-то команду? То есть у нас сейчас... Один разработчик стоит вместе с налогами там 1007. Вот. А так на 30 нужно вообще-то еще людей кормить, там, бухгалтеров, юристов и так далее. Ну и какое еще надо воображение тебе иметь, чтобы при этом из Москвы поехать в Минск и возглавить этот один из вот этих одинаково никаких сайтов. Ну, а там у нас был с тобой бенчмарк, мы-то с тобой смотрели чуть дальше. То есть, Итак, ты переехал в Минск и 2019 год начал работать. Не, в 17-м я и начал работать. В 17-м начал работать, и благодаря усилиям Zubor Capital удалось договориться и объединить две площадки вот из этого одинакового ничего поля. И у нас появился немножечко лидер уже наконец, да, без всякого отрыва. И осталось еще там какое-то количество вот этих вот, да. По сути, уже тогда, благодаря инвестициям, и, собственно, как это и должно работать. Я помню, когда мы сделали эту сделку, тут вообще пресс-конференцию собрали, и когда у нас было написано, что АВ хочет занять лидерство на рынке классифайдов. Да. И там медиа, который присутствовал на этой конференции, взяла комментарий у онлайнера и спросили, там, что вы думаете на эту тему? И они такие, хотеть не вредно. Прям вот цитата дословно, хотеть не вредно. Я такой, подождите у меня, я вам еще покажу. Да, и мы действительно это увидели. Итак, у нас уже образовались, но еще без серьезного отрыва. По-прежнему еще есть конкуренты. И вот прошло уже на сегодняшний день 9 лет с самых первых событий. И в прошлом году мы можем сказать, что рынок к тому же еще вырос весьма существенно, как я понимаю. Да. Тут, наверное, вообще весь рынок в 2017 году, может быть, что-то между 1-2 миллиона в год в целом вообще все вместе взятые, наверное, зарабатывают. Очень похоже. Очень похоже, там до 2 миллионов, да. А сейчас, наверное, уже, может быть, 20, не знаю, или больше? Я думаю, что... Я думаю, что до 30, наверное, общая классифайд. 10-15 раз вырос рынок за 8 лет. Это правда. Ну да, кстати, наверное, может быть так. Итак, сегодня 26-й год, и у нас уже есть довольно крупный АВ, достаточно крупный горизонтальный классифайд Куфор, и вообще остальные все уже вообще нас не интересуют как игроки, их там практически не видно. В общем, мы пришли к модели, которая работает в очень большом количестве стран, когда есть... горизонтальные, вертикальные, лидеры, победили в своей нише, и все. Дело сделано. Да, условно, вот мы рынок и поделили. Автомобилями занимаемся мы, Куфор занимается всем остальным. И что произошло дальше? Пользователи довольны, потому что ты смог поднимать цены и сделать хороший интерфейс, нанять нормальных сотрудников, и появилась реально хорошая площадка с нормальным неглючным мобильным приложением. Это круто на самом деле, чего бы никогда не случилось раньше. Инвесторы довольны, потому что в прошлом году экзит достаточно неплохой, насколько я понимаю. Насколько я помню, АВ был самым маленьким проектом в портфолио Zubor Capital Fund One. Так и есть, это был, они на нас как на кошках тренировались. Да. Но при этом, по-моему, один из самых прибыльных с точки зрения экзита с ARR больше 30. Это тоже правда, да. Сейчас мы обсудим также и про экзит больше, но давай-ка нарисуем еще один
листик такой с какими-то метриками про сам проект. Давай я тебе дам лист, и ты нарисуй, например, рост выручки или еще на какие-то там метрики Да, рост выручки. ориентировался все эти годы и что-то рассказывал инвесторам, что у нас получилось с точки зрения внутренних метрик. Ну, на самом деле, там, вот я уже сказал, там какую-то начальную цифру, да, если мы берем, это здесь 2017 год, а здесь берем какой-нибудь 26-й, 25-й еще, да, 25-й, то мы, ну, практически всегда росли. Вот, мы всегда росли, вот как здесь была какая-то начальная цифра, там, в 350, там, назовем ее 0,35, да, М, годовая выручка, вот, то в последней, то есть мы стали, во-первых, публичной компанией, выпустили уже в прошлом году, год назад выпустили токены, бумаги, которые выкупил, собственно, банк, и поэтому мы публичные, поэтому наша отчетность, она выкладывается у нас регулярно, у нас же на сайте, поэтому можно посмотреть там выручку этого года, она уже превысила там 8,5 миллионов за 2025 год. Вот. И, ну, это прям хороший рост. То есть вы прямо такая... Она по-разному была. Там было, когда ковид, например, мы росли чуть площадь, но потом как-то больше. И вот она как-то вот, ну, наверное, вот процентов самый низкий темп роста был что-то в районе 18, а самый высокий 50+ был процент роста год. В среднем да. был бы 30%. Типа так и есть, да, так и есть. Охрененно. Хорошо. И какие еще метрики, кроме выручки? Top of Mind. Top of Mind тоже Да. примерно так же рос. Ну, то есть там... И сегодня Top of Mind на треть выше, чем у ближайших Все так и есть, да. Хороший отрыв. Например, там с 9% вот до 50% вот, вырос Top of Mind за это Вот время. количество пользователей, количество объявлений — это вторичные метрики. Количество объявлений, оно скорее отражает ситуацию на рынке, но мы забрали долю. Да, вот если мы там примерно смотрим долю наших объявлений от всех остальных. Вот она там вот тоже в районе 90%. То есть 90% пользователей размещают объявления на АВ. Вот, и это очень такая, ну, уже весомый, очень ощутимый перевес. Невозможно найти машину, если ты к нам не придешь. Невозможно продать машину, если ты к нам не придешь. Хорошо. Итак, в прошлом году случился у тебя еще один экзит. Ну, во-первых, в Зубру надо было выходить. Да. Инвестиционный фонд, private equity, это обычно 5 лет инвестируешь, 5 лет следующий выходишь. Какие примерно в этой индустрии мультипликаторы? На что, соответственно, инвесторы могли рассчитывать с точки зрения выхода? Но... Вот если бы такой же аналогичный проект был где-нибудь в Европе, и даже, может быть, в более маленькой стране, как Эстония или Словакия, чем Беларусь, все-таки 10 миллионов — это не самая маленькая страна европейская. Это правда. Мультипликаторы такие классифайдные, наверное, 13, непубличных компаний, может быть, 11. Да, примерно так и есть. Они выручку. от 10, вот, и от 10 до 20 примерно. Мы смотрели какую-то же еще историю там из Латинской Америки, там вообще какие-то бешеные, сумасшедшие цифры. Вот, очень верит мир в то, что там все будет хорошо. А в реалиях белорусских это меньше 5. То есть, грубо говоря, стоимость компании где-то там 15 миллионов, что-то такое. Ну, сколько-то. А была бы в Европе, то стоило бы примерно 80 или 90 миллионов. Ну, если бы еще год там Зубр посидел, то, наверное, было близко к тому, да. Офигеть. Да. Карваны и прочие проекты, выкупающие машины, они уже давно появились. А вот как сегодня искусственный интеллект меняет автоклассифайды в мире? К чему это придет? Победят ли роботы с Perplexity или чатом классифайды? Да, наверное, нет, потому что людям теперь привычно общаться, например, в текстовых помощниках. И когда они приходят на Classified, если они будут видеть там что-то похожее на тот интерфейс, с которым они общаются там, с чатом или еще с кем-то, там, с Gemini, да, они точно так же будут понимать, что это часть технологии. Ну, позволь мне все-таки так радикализировать этот вопрос. Давай. Вот наше с тобой знакомство с классифайдами началось в 2000-х еще из двух руки.
Да, Я участвовал в создании первого сайта, а ты там в Job.ru даже работал. да. И где те из рук руки сейчас? А ведь это был национальный лидер, бумажная пресса, и даже сайты у них были неплохие первых там несколько лет. А потом бац, и их не стало. То есть ты сейчас так говоришь, будто вот я прямо узнаю, как владелец из рук Леонид Макарон, да и владелец «Делового мира» Леонид Ещенко тоже. Да. Было тоже такое ощущение, и я даже иногда начинал им верить, Ага. что эти печатные классифайды, эти печатные Да. издания с объявлениями, они будут вечными. Но потом, вот буквально И- 2008 год, 2009 год, и уже в каком-то 2011 году мы уже про этот из рук руки и забыли практически. И мне есть что тебе сказать контрпримером. Когда есть те, кто думает про будущее, а есть те, кто не думает. OpenAI, да, там стали первыми, но как-то прошло пару лет, и ответы Gemini стали более интересными, там, более точными. Просто большая компания с большим количеством ресурсов, она просто увидела эту возможность и взяла ее позже, но взяла. Да, если что-то начнет происходить, команда держит руку на пульсе в проектах, которые умеют думать вперед. А мы так делали на протяжении последних 9 лет. Если мы увидим, что что-то надо делать, мы просто будем это делать. То, что нельзя это скидывать со счетов, абсолютно точно нельзя. Но то, что это можно скорее возглавить, чем бороться с этим, тоже можно. Кстати, в этом состоянии отличная тема наладить себе AI-ассистента, потому что, так как ты уже человек неответственный операционно, то тут не принципиально, что ты там ответишь по имейлу или сообщению. И, по сути дела, всю эту текучку можно запросто, безболезненно перевести на какого-то AI-ассистента, который будет за тебя все отвечать, указывая, что он AI-ассистент, но главное, что поэкспериментировать с этим. Потому что, когда ты директор, ты каждый раз очкуешь, а вдруг он там сейчас за тебя напишет непонятно что, да? То есть уволит за тебя полкоманды ночью, пока ты спишь. Пробовал такое что-то? Нет, никогда не пробовал. А ты пробовал? Я пробовал, но я боюсь, потому что все-таки я там где-то и то, и все что-то делаю. Но я вот прямо сейчас занимаюсь тем, что настраиваю как раз такого ассистента в LinkedIn, потому что я там получаю очень много спама, которые, ой, мы делаем это, hop on a 5-minute call. Там заскочим на 5-минутный звонок. И как эти мне hop on на 5-minute call заколебали уже. Ты считаешь, что на такое надо отвечать? И я бы хотел, вот у меня был бы AI-ассистент, который бы отвечал и втюхивал бы им всем, например, PlaySense или там Zyber Capital или еще чем я там занимаюсь, Нормально. Natural и Artificial. Окей, да. Типа, они мне рекламу, я им рекламу. Да-да-да, ну чтобы не этим Нормально. занимался, а моя яйка занималась этим. Хорошо, да. А может быть, мы уже себя ведем как AI-ассистенты, просто еще не понимаем этого механически. А до какой степени AI вообще проник в твою жизнь, в твой телефон, в твои карманы? Сильно. Я На какой шкале? Вот смотри, AI-ассистента у тебя нету, который бы тебя Да. отвечал. Значит, вот, знаешь, не сильно. Сильно. Я пользуюсь несколькими текстовыми помощниками, текстовыми, как их сейчас называют, да, агентами каждый день. Вот. Мне кажется, это сильно. Когда, я пользуюсь ими как на телефоне, так и в вебе. И доверяю, например, работу с браузером, там, Комете. То есть, мне кажется, это, когда он постоянно с тобой, там, 8 часов в день, это довольно Вот в сильно. Комете ты уже ввел логин и пароли к каким-нибудь банковским аккаунтам, к онлайн-магазинам? Да. К банкам уже ввел? Да. Потому что ты отдал пароли Комету. Я дал... Complexity. Смотри, я не храню деньги на карточках, поэтому, когда ты вводишь реквизиты банковских карточек, это значит, что я перед этим заведу туда деньги со счета. То есть я не переживаю из-за этого. То есть я спокойно оставляю реквизиты на любых сайтах, потому что у меня были моменты, когда просто, знаешь, начинает такая какая-то там скам-атака, то есть пытается списать сначала $900, потом 800, 700, и потом они понимают, что там когда 0, такие, ладно. Ты просто ее блокируешь, выпускаешь новую, и снова спокойно отдаешь эти кредлы там этим приложениям. Поэтому сильно. Мне кажется, что сильно. Да, но я не продвинутый юзер, скажем так. Я довольствуюсь там чатом GPT, Perplexity, там, Comet'ом, Gemini, генерацией каких-то картинок или музыки какой-то. Вот это, наверное, максимум, что я делаю. Очень спокойно. Купаться можно, но холодно. Я купался не в этом году еще не купался, но года 2 назад я 1 января купался.
Не, дальше середины, все. Дальше Рождества я в воду не захожу. Ну все уже Рождество, можно дальше снова купаться. Блин, так она же наоборот холоднее и холоднее с каждым днем сейчас до марта. Ну да, да. Не, все, местные киприоты раньше июня в воду не ногой, иначе ты не киприот. Надо привыкать. Нет, еще можно вообще за лето ни разу в море не ногой, тогда ты тоже киприот. Да, тогда тоже. Со мной, у меня вот такое было, ну почти было одно из летов. Ну, я вот в августе я ни разу не зашел в море. Я такой... Не мог пройти среди туристов обгоревших. Да нет, просто как-то, ну, что-то тем, чем ты занимаешься. Изначально схема переезда была связана с оптимизацией налогов, но в какой-то момент, когда ты приехал один раз, второй, третий, ты такой, да тут классно, давайте тут и оставаться. Мне кажется, это так у многих происходит. А ты ощущаешь эту вот пиратскость острова? То, что здесь прямо крипта, все это Web3, Adult. порно, adult вообще. В аэропорту выходишь, у тебя там порнхаб, видишь, кого-то встречают с Ты табличками. называешь это пиратскость? Ну да, что-то Ну, такое. нет, он же реально пиратский. Это остров, Что где такое Мальта есть. в том числе. Это же пиратские острова, куда награбленные богатства со всех окружающих средиземноморских регионов исторически свозят и здесь тихорятся. Можно крестовые походы, опять-таки, Ричард Длинное сердце. Да. Вот, Ты наверное, себя так. пиратом ощущаешь тоже? Отчасти. Я скорее такой законопослушный пират. К чему ты был не готов, когда переехал сюда? Да не, я ко всему, мне кажется, был готов. Я люблю прямо греческую архитектуру, мне очень нравится. Мне очень нравится низкая постройка, плоские крыши. Очень приятные люди в целом и похожие, самое главное, на какой-то такой наш менталитет. Тоже немного суматошные, немного расслабленные. Вот этот правильный такой микс. Твои спортивные хобби здесь развернулись. Да. Прикольно, Я вот бегать здесь по набережной? Сегодня 10 километров вот по этой набережной пробежал. Вау! Здесь вообще кайф, потому что зимой здесь идеальное место для пробежек. Прямо супер идеальное. Летом приходится вставать и выбегать уже часов в 5, но зимой ты можешь даже выбежать в 7, и тебе будет все равно комфортно. Где-то градусах на 15 все пробежишь. У нас получился классный разговор, и у меня к тебе есть буквально последний вопрос, который связан с прошлогодним ребрендингом Ягуара. Да, Кстати, это мой подарочек тебе на память о нашем разговоре. спасибо. Как тебе вот то, что сделал Ягуар в прошлом году, грохнув такой вековой бренд? Но там надо знать историю. Они же сознательно открещивались от предыдущих своих автомобилей. Там четко сказали, что новый бренд это не про старый бренд. Два Вот прям сволочь, две кстати, разных. я же люблю Две Ягуары. разных. Да, я знаю, что ты любишь Ягуар, поэтому я так, знаешь, аккуратно захожу. Я когда увидел эту рекламу, вот эту какую-то непонятную, да, вот в прошлом году, я прямо сажусь в свой Ягуар, как-то и так смотрю на эту кошку, которую убили. На Ягуара, да, на Слушай, логотипе, кошка и думаю, классная. зачем вы это сделали Кошку вообще? Кошку зря они, конечно. И у них там, значит, что-то на 99% продажи сразу падают. Да, инвентаря оказалось мало, перегрузка бренда. Тем не менее, продажи вообще просто останавливаются. Единственный плюс, что я отметил, это было на 1300% больше в соцсетях упоминания брендов, но при этом около половины негативные. Ну, так и у нас. Мы когда рекламную кампанию запускали с «Синей головой», у нас тоже было очень много отзывов про нас, и половина негативные. Когда про тебя... Там такая адская голова тоже просто... Быстро купить машину легко! АВ-бай! Скорая покупка авто! Когда про тебя классно говорят, ну, когда про тебя много говорят, ты должен с этой энергией дальше что-то сделать. Вот мне кажется, что, знаешь, чего у них не получилось? Они как будто сделали тизер нового сезона, ну, такие, ну, как будто полюбите нас авансом, да? То есть у тебя еще нет продукта нормального, который подтверждает это. Оно же только в 26-м, вот сейчас будет Ягуар, он выходить. один такой, и там какие-то непонятные Да, и персонажи. какие-то люди, да, в странных цветных костюмах. А машина-то где? Покажите мне тачку. Ну, может быть, она настолько классная, что я такой, окей, хрен с ним, с кошкой, офигенная машина. Причем я же, как водитель Ягуара, должен был себя узнать в этих цветных людях, а я себя Там даже есть рядом... похожий на тебя такой... Какой-то крашеный, непонятный в цветном пиджаке Да, да. наподобие Энди Уорхола. Нет, я вот себя так не вижу. Хорошо. Ну да, они же там даже написали, ничего не копируй. То есть там один из посылов этой компании, там, делай заново, ничего не То есть копируй. ты думаешь, что все будет хорошо с Ягуаром? Не знаю. Мне кажется, надо было это разводить,
вот просто почему, зачем это надо было делать, как бы, зачем вообще рушить? Сейчас же, ну, например, там в Европе последние тренды, несмотря на то, что в мире количество электричек растет, но в Европе последние тренды, что замерло эта история. Потому что субсидировать перестали, страны, большое количество в Европе перестали субсидировать, и электрички как-то стали не особо дальше пушиться. Потому что людям, ну, бензиновая инфраструктура, там, дизельная, вот это вот вообще количество заправок, которые есть в мире, их сильно больше. Ну, то есть тебе поехать в какую-то глушь или в горы, там будет какая-нибудь заправка, или ты просто можешь канистру с собой взять. А куда ты воткнешься, ну, в стиле, если ты просто будешь на электричке? Или ты просто ограничен. И, ну, фактически в семьях часто сейчас по 2 машины. Вот, электричка и бензиновая машина. Поэтому те, кто хотел их купить, они купили, насытились. Ну, дотаций меньше, поэтому... Тем более Ягуар полностью электрический. Я бы вообще не отказывался от бензиновых машин. Вот и все. То есть, поэтому я бы разделил, например, там старый бренд и какая-то вот, знаешь, там, типа, Jaguar 2.0, вот что-то такое. Пусть они там все будут в цветном и электрические, а здесь вот можно было делать на старых фанатах еще очень много денег. Да. Ну что ж. А у меня тоже есть подарок. Не что ж, подожди. У нас, мы снимаем Рождество, поэтому я нашел кулинарную книгу рецепты из Гарри Поттера. Так они же там какие-то психоделические снадобья варили. в Вот, кино, я видел тут в даже время. мухоморчик есть. Да, и там какие-то спорынья у них фигурировала, Да, полынь. 75 блюд волшебного мира. Я думаю, что, не Корень знаю, как тебе, мандрагоры. как молодому отцу. Можешь с Платоном поизучать вечерами. Вау, Гарри Поттер. 75 невероятных блюд волшебного мира. Как раз сейчас переснимут, вот новый сериал уже снимают. Спасибо. Он должен в этом году выходить, поэтому, не знаю, потом приду к тебе, что-то приготовишь. Култок.